Так, мальчики, девочки, приветствую всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня расклад на тему «Что задумал ваш враг?». В общем, завтра у нас замечательный день, 14 октября. Кроме того, что это праздник Покров по христианскому эгрегору, скажем так, в язычестве, в старославянстве, у древлян, если хотите, кто копает вглубь истории, в общем, до христианского эгрегора, в этот праздник считалось, что сварог покрывает землю павшим листом и кличет светлых богов на небо, то есть сваргу. Завтра до обеда еще осень, после обеда зима. Те, кто планирует проводить какие бы то ни было ритуалы в это время, именно в переходе между 11 дня там, до 2, до часу дня, в общем, этот момент очень даже таки приличный для ритуалики. Так, по поводу сегодняшнего расклада. Есть некоторые запинки, да, мешают мне, хотя информация кому-то пригодится, она должна быть, так сказать, высветлена, что ли, не знаю. Кому-то не хочется, чтобы я это говорила. Еще один момент. Сегодня я положила вот такой вот амулет. Здесь став, который снимает мороки. Вот. Он лично мною заряжен на погосте, поэтому многие еще, кто будет смотреть этот расклад, ну, как говорится, в помощь, да, чтобы завтра день ваш прошел без всякого смятения, давайте скажем так, чтобы вы увидели и людей, и ситуации некоторые, которые были от вас скрыты в истинном свете. Постараюсь сегодня недолго, хотя, как всегда, это, ну, как пойдет, в общем. Смотрите, будет 3 варианта. По сложившейся традиции карты, о чем говорят нам карты при подготовке? Во-первых, первое, что выпало, это 8 кубков, потом я ее уточнила луной. В общем, враги недоброжелатели уходят в неизвестность. Естественно, они не оставляют попытки магичить, насколько я понимаю, но сейчас мы будем там уточнять. Еще не факт, что они смогут это продолжить. По основной колоде, низ вверх колоды, здесь идет 9 пентаклей, 5 мечей, то есть ваши недоброжелатели, ну, наверное, с завтрашнего дня плюс, благодаря вашей ритуалике, будут очень тяжело добывать для себя денежку. То есть их блага для них уже так просто идти в рученьки их не станут. Им придется уже их выбивать, эти блага у этого мира. Помимо этого, потери, скорбь, трагические ситуации, упадок сил, ссоры с людьми, ну, кто там могуи веселые, те потеряют своих клиентов. В общем, приличный такой набор у них. По подготовке Таро Веретника прощение, это вам. Это, скорее всего, подсказка вам простить. Опять же, повторюсь, прощение это когда вы не держите негатива внутри себя на этого человека. Да, сказать легко, я понимаю, но вы делаете это для себя в первую очередь. То есть вы избавляете себя от лишнего балласта, который просто перегружает ваш разум, да, ваши мысли, соответственно, у вас идет отток энергии. То есть пронегативили, негатив сублимировали в ритуалику против недоброжелателей, это чистки защиты, с обратками и тому подобное, и отпустили ситуацию. То есть все, вы больше о ней не вспоминаете, не думаете, вы идете далее своим путем. В общем, смотрите, что показывает Таро Веретника. Расплата будут брать болезнями. То есть ваши враги-недоброжелатели будут болеть.
Еще момент по оракулу теней. Очень понравилось, что показала. Это Мабон и Мандрагора. У людей здесь будет депрессия на основании того, что они себя мнили центром Вселенной, понимаете? А на самом деле, ну, по меньшей мере, это глупо думать, что ты центр Вселенной, что ты как бы, ну, много чего там достиг, потому что, ну, на самом деле предела совершенству в нашем мире не существует. Поэтому могут еще обращаться к кому-то за помощью, я так предполагаю, но я не думаю, что им там сильно кто-то поможет, потому что вообще все колоды как бы говорят о том, что врагов недоброжелателей настиг, да, воздаяние их настигло, скорее всего. Так, карты я уберу пока. Вы определяйтесь с вариантом для себя. С эмоциями входите в свою работу, пожалуйста, вкладывайтесь эмоционально в нее, с радостью, занимайтесь любимым делом. И даже проделывая такие нехитрые манипуляции, вы тем самым очень сильно отодвигаете негатив от себя. Так, надеюсь, вы определились. Начнем мы с первого варианта, с голубых камушков. Тайм-код найдете в комментариях под видео. Бывает, забываю оставлять, но потом исправляю эту оплошность. Итак, начинаем первый вариант. Сейчас посмотрим, кто ваш враг, дабы вы для себя определились, ваш, не ваш вариант, подойдет вам по сигнификации, либо же вам нужно проходить мимо. Ну, давайте так, наверное, начнем. Здесь дама, которая очень скупится на свои эмоции, на искренность, которая как будто зажимает в себе эти качества. Но также здесь женщина. Аж язык заплетается, кошмар. В общем, также здесь женщина, которая очень имеет прочный тыл в плане финансов. То есть королева пентаклей, и она бережет свои сбережения. Это ваш враг. Так, еще хочу посмотреть, как вы относитесь к этому врагу. Опять же таки, это все для сигнификации. Как вы к нему относитесь, чтобы вы поняли для себя, кто это. Ну, вы здесь делали ритуалику, это однозначно, пытались, видимо, ее заморозить. Но еще какая-то у вас горечь от этого присутствует. Понимаете, вы как больше обращаете внимание, возможно, на свои страхи, возможно, на свои потери в прошлом. И не видите, вот 3 кубка, видите, они валяются, и ваше внимание все туда направлено.
вот зверек на карте, который вам предлагает какие-то дары, а вы их не замечаете. Но 2 кубка-то еще вверху. Вы как-то вот подрастроены. Возможно, кто-то сомневается в том, как лег ваш ритуал, или сработал, не сработал. Сомнения в собственных силах. Что-то вы узнали неприятное об этом человеке. Вы собирали информацию. Возможно, при подготовке к ритуалу, естественно, не с бухты-барахты там побежали делать, а все продумали, что зачем нужно сделать. Вот такой вот сигнификатор. Так, видео пишет все нормально, но потому что по энергиям я четко чувствую, что мешают просмотреть информацию. Мешают. Возможно, кому-то не нравится вот этот момент. Но мне сказали, что он должен сегодня быть. Так, хочу посмотреть планы вашего врага на вас. Ага, короче, враг что задумал? Хочет, чтобы вы абстрагировались от общества, не выходили в него, либо же боялись. И чтобы у вас не было решительности на то, чтобы продвигаться дальше. Возможно, кто-то открывает свои способности, кто-то открывает тот же канал на Ютубе, да. Кто-то вообще просто выходит со своими способностями в том же интернете, и дабы показать себя. Вот планы у вашего недоброжелателя, чтобы вы чувствовали в себе как бы нерешительность, чтобы у вас эти страхи возрастали, мол, а что обо мне там подумает общество, а что там еще они скажут. А здесь смотрите, какой момент. Вы как бы император своей жизни. Вы уже определились с целью, вы уже выбрали курс и вкладываетесь в это и энергию, и свои умения, то есть кто через творчество, кто через самопознание, понимаете? То есть так, на Таро Веретника смотрим дальше. Смотрим дальше. Планы на вас, планы вашего врага-недоброжелателя. Кроме этого, уточняем. Так, хочет, чтобы вы попали в зависимость от общественного мнения. То есть, смотрите, если у вас был конфликт с человеком, допустим, который связан с какими-то организациями общественными, с какими-то государственными организациями. То есть человек хочет, чтобы вы впали в эту зависимость от этого эгрегора, понимаете? То есть когда вам насаждают свое мнение. Знаете, как подавить бунт в зародыше? Бунт в этом случае выпадаете вы, потому что вы с чем-то не согласны, вы высказываете свое недовольство, а им это не нравится. У них должно быть все тихо, гладко в их вот этой системе, понимаете? И она не должна, в общем, как-то шататься. А вы вносите вот это колебание, им это не нравится, понимаете? Зависимость. Хорошо, какая зависимость? Чтобы вы испугались, чтобы вы, в общем, себя не проявляли, не отстаивали свои интересы, где-то пасанули и сдали назад. Загадкой это все закончится. Какой-то договор вы с ними заключите, возможно, некое перемирие.
Но тут как бы я ошиблась. Договора будете ритуалить. Будете ритуалить и, видимо, с помощью этого отсекать товарищей. Хорошо, еще хочу посмотреть. Да, все, работайте ритуаликой, отсекайте вообще этот негатив от себя. Но здесь, понимаете, здесь не один враг. Здесь как бы враг один, но за ним стоит система. Поняли, да? И получается, что вам нужно бороться, то есть у вас есть выбор, либо сливать свою энергетику на борьбу с этой системой, либо же идти по пути своего предназначения. Но здесь однозначно, практики будут меня смотреть, другие люди не притянутся, я думаю. Даже если и притянетесь, значит, пришло время становиться практиком и самому себя отстаивать. Значит, у вас на это есть добро свыше, я бы так сказала. Короче, ритуалика ваша пройдет удачно. Что вы там задумали? Обратку отправить человеку, либо же немножечко его приподзакрыть. В общем, хорошо пройдет у вас. Возможно, с помощью вашего ритуала этот конфликт, знаете, как урегулируется. Да, они хотят доказать, что, понимаете, вы никто, а там система, и этот человек часть этой системы, и он как бы на голову выше вас. У них крах иллюзий пойдет. Отрекутся. От чего будут отрекаться? От распутья. Короче, так, будут пересматривать, даже если не будут говорить об этом в голос, эти люди начнут пересматривать свое мировоззрение вообще. Потому что сейчас и мир меняется, планета Земля меняется, другие энергии к нам приходят, старое уже все отживает. Поэтому если здесь как бы вы пытались доказать какие-то нравственные ценности, стоять на стороне, я бы сказала так, истины, да, давайте скажем так, истины, где, возможно, вас там обидели, либо вас, по отношению к вам неверно поступили, надменно, свысока, вы просто высказали свое, свое нет, я не собираюсь с этим мириться, да, я не буду терпеть непохабное отношение к себе, не, допустим, дерзкий тон голоса, как бы, кто вы такие, извините меня, чтобы так со мной разговаривать, вы, по сути дела, никто, дабы унижать других людей только за счет того, что вы занимаете либо какую-то должность, либо же вы просто в части какой-то системы находитесь. Выбросьте вас из этой системы, это по отношению к вашему недоброжелателю, и вы пшик, все, вы развалитесь, по сути дела, у вас нет стержня, вы это, по сути, и держитесь за счет этой системы, получается. Защита от неупокоенных, то есть от духов рода вашего, стоит, не шелохнется, ритуаликой ее подкрепите, расплата пойдет недоброжелателям за их подлость. Так. Из-за этой отравы, которую они привнесли в вашу жизнь, вот эта женщина, но опять же таки за ней махина стоит, понимаете, за ней стоит система, она от этой системы берет силы. За вот эту отраву вы дары судьбы получите. Так, какие планы? Ладно, оставляем пока. Какие планы посмотрели. Здесь уже нам и показали, чем их планы завершатся. Что задумал? Давайте посмотрим, а что враг о вас думает.
что думает? Он хочет, чтобы вы прекратили отстаивать свои позиции, как бы, да, да даже чтобы вы уступили в своем мировоззрении для того, чтобы не расшатывать лодку. Знаете, как, ну, в каких-то отношениях там, в каких-то отношениях была ситуация спора, связанная это с отношением между людьми в обществе. Вы отстаивали что-то свое. Они думают, что вы сейчас уйдете в оборону, что вы будете нападать. Они боятся этого. Что вы будете действовать резко, жестко. Смотрите, вам совет, короче, не жертвуйте собой ради пустой цели, конфликта избегать не нужно, но сохраняйте ясную голову при этом. То есть, если пытаются вас высадить на эмоции, не поддавайтесь. То есть, свою точку зрения отстаивайте, но без вот этого, извините меня, бабского базара, когда идет ругань, кто кого переорет, когда идут еще какие-то моменты, вот знаете, вот реально базарные бабы. Есть и мужчины себя ведут реально как базарные бабы. То есть, если есть у вас возможность вообще уйти от этого конфликта, уходите, решайте с помощью документации этот конфликт. Не надо лезть на рожон, потому что провокации будут. А будут провоцировать почему? Потому что там люди-вампиряги, естественно, они с вас энергетику пожрут. А вам эта энергетика нужна для вашего движения вперед, понимаете? То есть... взвешивайте, что вам важнее. Доказать что-то кому-то, кому доказать по сути нереально, понимаете, там прогнившая система, и с этой системой будут работать высшие. Подождите еще полгодика, сейчас до марта их вот, ну, так хорошенечко похлопает каждого из них. Эту систему начнут разбирать по ячейкам, поняли меня, да? То есть выхватывать каждого по единице, вот так вот скручивать, дабы люди начали думать о том, что они делают, куда они движутся. Тем более, если эти люди при власти, хоть при малейшей, при какой-то малейшей власти, а у нас как бы так заведено, что если ты занимаешь хотя бы какой-то вшивый пост, то этот человек начинает себя, знаете, превозносить над другими. А превозносить-то по факту нечего, понимаете? Там люди пустоголовые, там люди алчные, для которых бабло решает все. Либо же статус какой-то, понимаете? Их мысли. Ну, вот такие у них мысли о вас. Поссыкивают, я бы сказала, поссыкивают. Это хорошо. Так, теперь давайте посмотрим действия этого недоброжелателя, вот этой королевы. Больше женщина идет, конечно, здесь. Но я не исключаю, что если вы загадывали мужчину какого-то, то он просто на женских энергетиках идет. Здесь мужчина при деньгах, при статусе, при какой-то, да, властенке. Описание полностью ему подойдет, что зажимает свои эмоции, свои ресурсы, может быть, даже жаден на деньги, естественно, но ведет себя как барышня, крестьянка, понимаете. Ну, на женских энергиях идет человек. Так, действия врага, недоброжелателя, оппонента. Давайте смотрим так, завтра 14-е, ну вот до новолуния. Новолуние у нас 16 октября. Ну, то есть, сами понимаете, да, ребятки будут что-то там, да, предпринимать. Так, ладно, хватит тасовать карты. Сбивают. Я прошу прощения, где-то я могу подтормаживать, потому что с одной стороны кричат, давай информацию в массы, а другая темная, те, которые вот
ваши недоброжелатели, они пытаются помешать, и в общем, я подтормаживаю. Так, действия по отношению к вам до 16 числа. Что-то предпримут, чтобы разбить ваше сердце, и будут ожидать результата. Есть момент, что возложили на себя слишком много обязанностей, якобы которые им даны свыше, но я вижу здесь, что эта ситуация вам по суду, то есть кармически, вы должны пройти этот урок. Вы должны научиться не подставлять свое сердце под вот эти мечи, поняли? Лавировать. Пусть вот эти пустоголовые люди в некоторых ситуациях подумают, что вы вот не вышли на открытую конфронтацию с ними, и вы, мол, там ссыкуны, но помните, наклоняйтесь, то есть сгибайтесь, да, пусть они думают, как бы, ну это их мысли, что вы согнулись. Так вот, сгибайтесь только для того, чтобы поднять топор и взять его в руки, и выйти с этим топором к ним. Но это, конечно, я вас не призываю, да, брать реальный топор и идти им головы сносить там в их кабинетах, вот, или же на улице разборки такие устраивать. Нет. Но над этим задумайтесь. Вы должны научиться закрывать свою 4-ю чакру сердечную от вот таких вот нападок и реагировать на это правильно, понимаете? То есть не впадать в депрессию, а сублимировать этот негатив в какой-то, допустим, ритуал, как я уже говорила, чистка, защита, там, обратка. Либо же собрали негатив и на этом негативе, на этих эмоциях создали какой-то шедевр, то есть кинули это все в свое творчество. То есть вы сейчас должны научиться сублимировать эту энергию, как из негатива, как вот негатив превратить в позитив для себя лично, внутри себя. Потому как, ну, нам свойственно, да, вот случился какой-то конфликт, какой-то нюанс, и мы вот долго в голове это перемусоливаем, передумываем. Уходить от этих паттернов надо. По физике они якобы дадут вам время, как они считают, залечить свои раны и, в общем, оттянут время до разрешения какой бы то ни было ситуации. Но это по их мнению. Вам здесь нужно сделать выводы из этой ситуации прямо вот здесь и сейчас. И отпустить ее. Они пусть думают, что хотят. Если у вас еще впереди какая-то беседа, хорошо, продумайте беседу, продумайте, что вы будете доносить людям, из-за чего у вас возник конфликт, почему вы недовольны, чем вы недовольны. В нормальной форме, не в грубой, не в вот этих, опять же таки, повторюсь, бабских склоках, да, как на рынке это все, допустим, происходит. Понимаете, как? Вот вы, а вот они. Даже то, что вот система. Они хотят вас согнать на свой уровень. Не давайте им этого сделать. Это не говорит о том, что говорить с людьми свысока, принижать их достоинство и тому подобное, говорить, что вы там все говнюки, а я здесь аленький цветочек. Нет, не переходите на личности. Никоим образом, не опускайтесь до их уровня. Нет, просто в спокойной форме выскажите свое недовольство, но эту ситуацию отпустите внутри себя. Просто отпустите, сублимируйте ее в творчество. Как хотите, в общем, это делайте, но делайте. Действия врага.
Не занимайтесь саморазрушением, они только этого и добиваются. Эта система и питается, понимаете, вот этот человек и вот система, которая за ним стоит, они вот этим и питаются, понимаете? Вы теряете энергию, а к ним она прибывает. И вы позволяете, получается, вашей энергии уходить и напитывать вообще этот эгрегор. Так, ну тут мы посмотрели, в принципе, что их ждет, да? Посмотрели их мысли, чувства, действия, знаете, как у сахарных тарологов, вот на ютубе есть такие... Откровение какое-то вам придет. Есть такие вот расклады, его мысли, чувства, действия. Вот у нас мысли, чувства, действия и планы, но только врагов, недоброжелателей. Какое-то время для вас болезненно пройдет. Ну, то есть вы еще, да, попереживаете, скажем так, попереживаете. Откровение какое-то получите. Хорошо, если уж выпало какое откровение, что там. Будете еще сострадать своим врагам-недоброжелателям, у них будет падение. Не нужно сострадания и не нужно, если даже будут просить вас о какой-то помощи, отказывайтесь. То есть нет, извините, я не могу, я, уехал в другой город. Потому что через эти моменты попытаются на вас опять, ну, атаковать вас энергетически. Через погост, через работу на кладбище, туда же места силы, допустим, там несколько другие энергии, но смысл это не меняет. В общем, кладбище, места силы, падение врагов пойдет ваших. Время у вас еще есть в запасе. Откровение по поводу вашей духовности. Вам будет напутствие свыше. Получите, что за напутствие? О том, что на вас мороки воздействуют. Не зря я это положила. Немножечко рассеем. Короче, делайте себе там ставы и ритуалику на то, чтобы снять с себя морок. Если кому интересно, вот этот вот став. В общем так, давайте я скажу следующее. Если кому-то из вас, вы запомните, как он выглядит, и найдете его в интернете, значит, вы его используете, это вот, ну, вам вот и будет подсказка свыше, что вы на верном пути. Если кто найдет не именно этот, значит, вы найдете тот, который нужен вам. Но обязательно, пожалуйста, диагностируйте перед использованием, что вам подойдет, а что нет, какие будут последствия. Вот, ну, дабы потом вы не хватались за голову. Какой-то, да, договор захотят с вами там, но при этом будут юлить, путать вас. Возможно, где-то польстят вам. Но потом решат сломить вашу волю, что-то там выпрашивать будут. Захотят, чтобы вы где-то в чем-то им помогли. Известие от высших получите об этом. Жадность, лицемерие. Короче, это мы забегаем дальше. Все это может еще поменяться 350 раз, потому что ритуалы, кто знает, понимает, будет делать завтра. Плюс новолуние. Потом у нас Самай, полнолуние, 2 в октябре. То есть, ну, там еще перевернется это все может. Вот это вот все, что я только что озвучила, это, знаете, их планы. Почему? Потому что они работали раньше. Эта система работала раньше. Не факт, что сработает сейчас, и неизвестно, что с ними там случится. Понимаете сами, да? У вас новая жизнь, пожалуйста. И у них тоже будет новая жизнь. Они должны будут пересмотреть свою надменность. Так, ладно. Хочу посмотреть по оракулу теней. Давайте совет вам. Теперь я поняла, для чего я этот оракул сегодня взяла снова.
Вот совет вам, возможно, по ритуалике, возможно, вот для вашего внутреннего состояния. Совет. Как вам вообще быть в этой ситуации и куда вам двигаться дальше? Заговоры на свечи для того, чтобы устранить конфликтные ситуации. Обращайтесь к богам, кто с богами работает, кто с духами рода своего работает, обращайтесь к ним за помощью устранить этот конфликт, заговоры читайте. Единственный момент, не лгите самому себе и не лгите окружающим людям. Если вас не устраивает, как они с вами говорят и каким тоном, значит так и говорите им. Не нужно, знаете, для того, чтобы не расшатывать лодку, не создавать еще больший конфликт, вот здесь себя зажимать и оставлять это внутри себя. Ни в коем образом. Вы должны высказать все, что вам не нравится, дабы вы освободились, понимаете, от вот этого вот внутреннего состояния. Ну, тут род вам в помощь, понятное дело. На Самайн, ребята, ну что я могу вам по ясновидению во снах увидите? Какие-то подсказки рода к вам придут во сне. Записывайте свои сны, вот прям ложите, ой, фу, кладите, я прошу прощения. Мы же здесь леди, да? Сегодня я вот в состоянии леди, скажем так. Кладите возле себя прям вот маленький какой-то блокнотик. Ночью проснулись, записали там буквально 2 слова себе, как подсказку, в помощь. Потому что зачастую нам перебивают эти сны, да, и мы просто не запоминаем, а там реально стоящие вещи нам подкидывают. То есть потом это будет делать вам проще, соответственно. Вы уже себя натренируете. Можно повышать, кстати, свои умения и навыки до того, чтобы на вас даже во сне не могли воздействовать. То есть приходит какое-то там чудило, чучело могуйское, которое хочет вам программу прописать, пока вы спите, а вы ему только так, у вас сон, да, у вас там, допустим, свой какой-то сюжет, вы там весьма довольны тем, что вы видите. Тут появляется это замечательное создание. И, а вы так хоп его и прихлопнули. Поэтому тренируйте себя, тренируйте свое сознание, вообще поднимайтесь на более высокие вибрации. И никогда не сомневайтесь в себе. Вот сейчас такой период пошел, да, начнется болтанка у многих, но не сомневайтесь. Потому что я вижу здесь по картам, вы на правильном и на верном пути. То есть ваши внутренние флюгеры, они верно настроены. В дальнейшем весь мир будет таким же. Но каждый из людей, ныне живущих, придет к этому по-своему и в свое время. Поняли меня, да? Ну да, здесь они, конечно, скрытый умысел у них. Проклятиями сыпят. Жадность. А на что у них жадность? Жадность на ваши способности и жадность на то, что вы видите ситуацию изнутри. Понимаете, не поверхностно, как некоторые глупые люди. С глупцами же проще, ими управлять легче. Вы не глупы, и это их бесит. Пускай бесит и дальше. Сломление воли хотят вам там. В следующем раскладе посмотрю, как прошли наши ритуалы. Ой, этих людей, знаете, их будут выводить к духовности. Своими тропами, но будут выводить. Так что вот опять, смотрите, родовая магия вам в помощь. Здесь четкое наставление от того, работайте с теми из вашего рода,
кто занимался черной магией при жизни. То есть именно они придут к вам в помощь сейчас в ваших ритуалах. Этого бояться не стоит. Просто достойное подношение, пожалуйста, сделайте. Достойное поведение, с уважением, с почестями, с искренностью. Кто будет работать с богами? Мара, Геката. В общем, вы меня поняли. Чернобог, все вот такие вот моменты. Темные ипостаси Одина, Велеса, Перуна и тому подобное вам в помощь будут. Истина будет рано или поздно в этом конфликте выявлена, истина будет открыта. Да, власть на вашей стороне, но магией немножечко нужно будет поработать вам для того, чтобы достичь результата. Так, благодарю вас, первый вариант. Оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Также идеи для новых раскладов можете оставлять. Если какая-то определенная тематика будет беспокоить большое количество людей, тогда, естественно, я уже сделаю видео, special for you, как говорится. Так, единички. Пока-пока. Так, мы переходим ко второму варианту. Белые камушки. Смотрим теперь вас. Что у вас там враг задумал, замышляет, в вашу сторону чего желает. Так, смотрим сигнификатор вашего недоброжелателя. Так. Здесь вы ритуалили тоже у меня, ритуалили неплохо. Возможно, просто себя очищали, а ему пошел обратный ход колеса. Смотрите, здесь человек заморожен. Заморожены все его связи с внешним миром, общение, продвижение. Здесь ему приходится отстаивать себя и где-то даже, он по своей привычке, по своей натуре действует, знаете, как он привык делать ранее, то есть хитрость, обман и манипуляции, где-то очень, я бы так сказала, знаете, нападать на людей, да, их там припугивать чем-то. В общем, он сливает свою энергетику. Это мужчина. Здесь недомужчина, я бы сказала. Но здесь еще момент, что человек сейчас абстрагировался от ситуации, да, вот, которую я описала, и как бы ушел с радаров для того, чтобы восстановиться. Восстановиться от этой войны. Вы делали чистки, ему прилетела обратка, и он такой подприсел и решил пока в кусты сныкаться. Короче, восстанавливается. Засел в засаду. Блин. Ладно. Так, смотрим его планы на вас. Планы. Вот сидит, думает, да, там что-то размышляет. А что планирует в вашу сторону? Ага. Ой. Как же мы без них, без бывших, которые лепят нам привороты? Ой, с помощью черной магии. Черная магия, приворот, это и есть черная магия, потому что это магия, которую используют для влияния на волеизъявление другого человека. В данном случае на вас планы. Блин, я вот не знаю, человеку уже прилетало за это же, судя по всему.
Потому что здесь энергии того, что человек не меняет свое поведение. Понимаете, он работает по той же схеме, как и раньше. Победить вас хочет. Победить с помощью приворота, привязок, присушек, влияния на вашу психику. Так, давайте уточним еще момент. Может, хочет явиться к вам. Явиться к вам победителем с каким-то предложением, но там много тайн, недосказанности, лжи и обмана будет. И еще хочу планы. Да, человек из прошлого с какими-то своими планами на вас. Сейчас, секунду. Смотрите, ему тяжело, сейчас дается трансформация, он хочет от вас получить информацию, как вы это прошли, он хочет ваше знание. Но, понимаете, здесь человек, который не собирается приходить и в открытую говорить, блин, ну я там обосрался, да, по жизни без тебя. Помоги мне, пожалуйста, подскажи, да, просто по-человечески говорить, нет, это здесь не про нас, что ж вы, здесь же ж корона-то. Вот такими гвоздями в голову вбито. Так, планы. Планы. Давайте уточним все-таки. Вот хочу наверняка уточнить планы. Конкретику хочу. Ну, планы. Ой, я не могу вообще. Понимаете, оно смешно да смешно, но обороняйтесь. Обороняйте свою психику. Ой, так, второй вариант. Голова аж болеть начала. Смотрите. Если у вас много мыслей по поводу этого человека, знайте, что на вас влияют. Влияют на шестую чакру, на третий глаз, чтобы вы не видели всей картины доподлинно. Опять же таки, повторяться, конечно, не хочется мне сильно. Поищите. Во-первых, вот это вам сейчас в помощь. Амулет этот на снятие мороков. Если будете смотреть эту информацию, будет голова у вас болеть, знайте, что с вас мороки слетают и увидите информацию в более верном свете. Вот так вот. Так, планы его, да, планы же смотрим, да, планы. Да, замутнение разума вам, ну вы посмотрите, он, короче, там что-то изучает в магии, дабы обрести власть, понимаете, ему хочется власти, но с помощью магии. И здесь человек не собирается работать над собой. Вы что, зачем? Он же, ну, он свят. Он богиня. Ну, а у него крах иллюзий идет, понимаете? У него рассыпаются его иллюзии, он не понимает, что за фигня происходит. Как это вы, буквально, которая должна у его ног лежать, ну, вообще вот так вот, ну, где вы, а где он? И как это у вас так, а у него не так? По какой-то причине? Вы что? Власти хочет. Власти над вами, да, над вашими знаниями. Короче, хочет влиять на ваш рассудок для того, чтобы вы простили его, извините, проебы. Может, напишет, приедет. Но здесь, скорее всего, напишет, известие от него будет. Хочет вашей защиты. Так, секунду. Ага. Ага. Короче так, выпрашивает, чтобы ваши защиты порушить, но хочет также и узнать, что у вас за защиты. Хочет, знаете, как, чтобы у него было такое же, как есть у вас. Ну, так, а ты же, милый друг мой, недостоин этого. Через приворот и колдовство. Ой, короче, вот его планы на вас, понимаете? А ну-ка. Сейчас уточню эти карты.
Так, работайте с вашими предками, места силы, кладбище, уже повторяться не буду, как бы, кому интересно, просмотрите первый вариант, там я информацию эту говорила. Смотрите, да, через мир темных работать вам нужно, помощь получите для того, чтобы у вас началась новая жизнь. И предки вам как-то уже давали подсказки, что этот человек, ну, вообще должен уйти из вашего окружения, потому что там он хочет, чтобы вы жертвовали собой, своими результатами труда, своей энергией, своими деньгами, временем, понимаете, мыслями, эмоциями, жертвовали для него. Вот так вот. Пути у него закрыты. Он замкнулся от всего мира. Ага, я поняла. Короче, от него отвернулись ангелы-хранители его же. Возможно, даже приболел. Он, знаете, он из-за своего самолюбования, эгоизма и самовозвышения, как подписал договора, знаете, как бы это так, чтобы вам понятно было. Он как будто обвенчался с самой подлостью. Вот знаете, мы можем считать, что подлость это просто слово. Нет, это определенная энергия тоже. Вот он как будто с ней обвенчан, понимаете? И он по-другому действовать не может в этом мире, в этой жизни. И он бесится, почему у вас получается по-другому. Возможно, вы ему ранее говорили, что, ну, вот так правильно жить, да, вот это правильные цели, правильные мысли, допустим, они искренние, да, они там, допустим, на высшие вибрации людей выводят, а он говорил там, то есть принижал ваши целеустремления, принижал ваше мнение, говорил там, да что там, да кто ты такая, допустим, да, вот шишка у нас даже когда-то упала. Мешают, вообще мешают, кошмар. Ладно. В общем, здесь вот такие вот планы. Приговор он свой получит, проклятия на него лягут. Ну, в общем, проклятия, какие на него пойдут, это уже будут решать его предки и духи рода, но ангелы-хранители от него отвернуты, все. То есть, ну, здесь, можно сказать, допрыгался. Ну, что здесь еще скажешь? Человеку был дан урок, он его не прошел, себя не прорабатывает и продолжает питать себя надеждами, что его подлость, понимаете, его подлянки все сработают. Возможно, они работали на вас ранее. Возможно, еще такой момент, что вы не общаетесь с человеком очень много времени, но у вас там или личная жизнь как-то не складывалась, или же вы просто не могли найти соратников, да, хотя бы, ну, единомышленников в своем деле, в своем направлении. На самом деле этот человек вообще сидел на ваших ресурсах, качал их и за счет их жил припеваючи. А вы как-то что-то, ну, встрепенулись, начали забирать свое обратно, и он такой, ай-яй-яй-яй, я же достоин большего. А как это? То есть человек не понимает, что то, что у него было, это ваше. Но вы виноваты в том, что вы это отдали этому человеку. Вы слишком много в него вкладывали в свое время. То есть на будущее подумайте, а стоит ли тратить свою жизнь, свое время, пока кто-то за счет ваших ресурсов будет, ну, не знаю я, как это назвать, блин, мнить себя королем. Так, смотрим, какие у него мысли о вас. Какие мысли, что он там думает. Ну да, хочет с вами, понимаете, семьи, что ли, хочет, да? Ну да, хочет, чтобы вы к нему так по-доброму относились, перестали негативить в его сторону, вспоминать, возможно, о всех его предательствах, понимаете?
Но тут из области фантастики, ну, короче, человеку реально, ну, надо лечиться. Тут шиза кроет наши ряды. Хочет прям, чтобы вы вкладывались в отношения и денежно, эмоционально, мысли. Короче, мечтает. Девочки, смотрите на своих бывших мальчиков. Мальчики, если смотрите на бывших девочек, тут не суть важно. Тут ваш человек этот просто, ну, в фантазиях о том, как вы его примете, какое у вас с ним сотрудничество будет классное, наполненное счастьем, наполненное достатком. Ну, короче, человек живет в прошлом. Я бы вот так сказала. Да, много давали человеку, он пережрал. Тут не перекушал, тут пережрал. Ну, смотрите, в этом есть свой плюс. Из того, что я вижу, да, вы ему эту корону на голову одели, но, скорее всего, что в этом году пришло время, и вы же эту корону лопатой ему с головы и сбили. Некоторые, возможно, снесли вместе с головой эту корону. Ну, скучает. Да, вспоминает о том, что прошлая стабильность была разрушена между вами, ему там было хорошо, классно. Короче, чувак пошатался, пошлялся, потягался, в шлюху, извините меня, превратился, да, в потаскушку. И теперь он вспоминает, как ему было классно, ну, как бы, а нафига ты просрал, хочется спросить. Это ж твой выбор, живи теперь с ним. Ваша задача об этом человеке вообще больше даже не думать, не вспоминать. И вот и не думать, и не вспоминать. Понимаете? Не сливать туда энергию свою. Еще какие мысли о вас? Смотрите, человек прекрасно понимает, что то, что у него сейчас вот эти разрушения в жизни произошли, по одной простой причине. Потому что он предал вас в свое время. Ему пришло наказание. Он это четко осознает и понимает. Вопрос в другом, как он эту ситуацию внутри себя обыграет. Придет с обманом к вам или же придет по-человечески поговорить. Смотрите, тут еще такой вам совет элементарно. Говорите человеку так. Вот переписываетесь вы, допустим. Вы ставите свои условия. Никоим образом не соглашаетесь на него. Он пишет, давай встретимся, допустим, завтра в 5 вечера. Ну, к примеру, да. Вы говорите, нет, мы встретимся через неделю и в 2 часа дня. Вы всегда выставляете свое время. Меняете его хотя бы на 10 минут. В плюс, в минус, неважно куда. Время должно быть выставлено вами. И еще момент. Если он хочет что-то обсудить, опять же таки в той же переписке ставите человеку условия. Так, что ты мне скажешь по поводу вот той ситуации, которая у нас была, да, допустим, давай закроем гештальты. Если человек начинает отмазываться, типа, поговорим позже, я занят, я работаю, то есть вот этот весь бред с манипуляциями заблокировали и больше о нем не вспоминаете. Пусть он варится в этом дерьме сам. Его туда никто не засовывал, он сам в него нырнул, пусть сам из него и вылазит. Так. Смотрим теперь его действия по отношению к вам. Как будет действовать. Слушайте, в первом варианте выпали эти же 2 карты. То есть, ну, блин, здесь тоже человек, который хочет повлиять на ваши знания, на ваш дар, на вашу связь с родом. Он хочет, чтобы у вас все ваши планы рухнули, особенно что касаемо любимого дела. Если вы вкладываетесь, если вы ритуалите, вы занимаетесь практикой, если вы вообще выходите уже на другой уровень и помогаете людям, или вот он еще этого до конца не понимает, ну, какой вы человек. Он где-то ощущает, и он хочет узнать, как же вы вот этой верховной жрицей стали, когда все знания внутри вас, понимаете? Он хочет вот это вот, чтобы вы разочаровались, чтобы вы там, допустим, в себе начали сомневаться. И чтобы ваша работа в этом поприще, понимаете, или дело, с которым...
которому вы относитесь с любовью, чтобы оно, в общем, как-то, ну, рухнуло. Он хочет, чтобы какие-то ваши ритуалы не сработали. И чтобы вы получили какой-то болезненный удар. Понимаете? То ли он думает, что он вам отправил обратку, понимаете, и она к вам долетела. Но какая там обратка, милый? Ты просто, ну, теперь должен унести свое. Вот его действие. Ну да, здесь мы мысли посмотрели, а это действие. Действие врага. Еще хочу досмотреть. Ну, король мечей, понятно. Король мечей у нас движется к вам с любовью. Короче, все, взял курс. Блин, вы его единственная, неповторимая. Вами нужно. Ну, понимаете, здесь человек просто хочет вами обладать, манипулировать и жрать. Ему клево, понимаете? Вы, блин, приносили ему классные ресурсы. Он не напрягаючись жил. И теперь вот такими методами он хочет вас к себе привязать. Поездку какую-то планирует. Но опять же таки в этой поездке человек не собирается раскрывать ни своих эмоций, ни своих чувств, будет там рационально что-то взвешивать. Короче, шлите его нахрен. Все, не тратьте свое время. Еще смотрим, что там по действиям. Так, что по действиям? Он понимает, что та удача, которая есть у вас, это благодаря вашей духовности, а у него этого нет, и за это ему пришла расплата. Он в свое время наплевал на вашу духовность, на ваши внутренние ориентиры, на вашу искренность, понимаете? В общем, вы меня поняли. Планы, хорошо. Ударить вас по духовности, по вашей, чтобы... За то, что он потерял удачу, чтобы вы расплату понесли. Ага. Лицемерить будет по поводу того, что он много чего передумал, он раскаивается, он теперь тоже идет в духовность. Если будут такие песни лепетать... Хочет через вас исцеления получить своей удачи, фортуны. Может вам что-то подложить для расплаты, то есть опоя кормы, так как хочет через приворот, да, валить. Но еще также может что-то вам подложить какое-то. Короче, с этим человеком и встречаться даже вам не стоит. Вот реально не стоит. Еще лучше, чтобы он не знал ни где вы живете, ни как вы живете, ни где ваш дом. И, ну, вообще, с радаров у него уйдите. Если ушли, молодцы. Ну, а что, откровение он получил. К нему пришли, сказали, что ты вот тут вот, милый друг, обосрался. Теперь будь добр, уплати. Как бы ты взял в кредит под большие проценты. Вот тебе проценты капнули, плати давай. Теперь он решает чужие проблемы. В свое время он не хотел решать вопросы с вами, помогать вам, вкладываться в вас. Взял у вас ресурс, пошел и его потратил на каких-то, извините меня, отщепенцев, на чужие проблемы, чужим людям понес ваше, понимаете, ваш ресурс. То есть вы вложили в человека, если это мужчина и женщина. Женщина вложила в мужчину энергию, любовь, допустим, заботу и тому подобное. Мужчина пошел в социум, заработал, да? И что он делает? Он это все так вот припрятал и понес с этим добром, пошел, понимаете, с вашим. И то, понимаете, вот он заработал это за счет вашей энергии. Если меня смотрят мальчики, здесь такая же ситуация, но женщина не заработала в социуме, возможно, тоже заработала, да, то есть там деньги ваши, денежный канал на себя от вас перетянула.
она другие блага взяла. То есть удачу, фортуну, там, опять же таки, вот больше на социум разворот пошел у нее. Как бы она продвинулась, а у вас дела пошли на спад. И вот оно, в общем, взяло у вас, взяло от мира за счет вашей энергии и пошло к другим, таким же лживым гадам, как оно само, разбазарило это все, пожило в свое удовольствие, понимаете? И теперь оно недовольно, что вы начали расти, познавать мир, себя, магию, да познавать Вселенную, понимаете? И оно недовольно, как это так. Он считает, что это он этого достоин. Он до сих пор не понял, что все, что у него было, это за счет вас. Да ну, будет та же ситуация. Он сейчас в очень большом болоте. У него очень много проблем с другими третьими, четвертыми, пятыми, и шестыми, даже седьмыми лицами. Здесь возможны и кредиты, и причем не один, и серьезные. Здесь могут быть и суды, какие-то разбирательства у человека. Плюс у него там какие-то раздоры в его семье. Зачем вам эта грязь? Не вздумайте его опекать, не вздумайте его жалеть, сюськаться с ним. Поритуалили, защитили себя, открыли себе дороги, девочки, мальчики. Себе любимому открыли дороги, сделали волшебные манипуляции, забрали то, что принадлежит вам из его биополя, энергетики и т.д. и т.п. Как бы, ну вы меня понимаете. И идете дальше. Даже не обращаете на него внимания вашего. За его попытку вас атаковать энергетически, магически, психологически, отомщение прилетит сразу. Он будет узником своей же надменности, за свои скрытые умыслы, за то, что он много клеветал на вас, потому что завидует вашему благополучию. Лжец. Так. Ух ты, так у него там еще проблема, судя по всему, с полицией, милицией, прокуратурой, людьми при власти, при погонах. Они ему волю сломают, это его приговор. Может, кто-то из них, даже из ваших товарищей, сядет. Разочарован очень сильно, под мороками. Ему идет напутствие, что ему покаяться надо, а он из-за гордыни этого не делает. Да, у него там Бог живет в зеркале. А что по этой загадке? Отречение, от чего ему отречься? Отречься ему от лжи надо, от того, у него на самом деле с психикой очень большие проблемы. По чувствам его бьют. Возможно, он сейчас даже очень сильно влюблен в вас. Пошла обратная тяга. Вот вы ему вложили когда-то, он не отдавал, и теперь он вам отдает, но на расстоянии. Если у кого-то здесь был резкий такой приток денег, либо же какие-то положительные ситуации, эмоции, чувства, люди новые появились, знаете, это вам возвращается вот то, что вы вкладывали в того человека. От него забирают, а к вам возвращают. Предательство, проклятие. Кому-то он обращается за помощью, может быть, чистки, может быть, те же расклады делает. Там кто-то ему, какой-то знахарь советует. А что советует по отношению к вам? По отношению к вам что советует? Говорит, что в скором времени все у него наладится, что он выйдет из нищеты, но нужно немножечко подождать, получит дары судьбы, что вас нужно закрыть в зависимость через работу на кладбище, короче, через темное, и чтобы он принимал решение. Этот человек его как подталкивает на путь черной магии. То есть он его вообще
Вообще, я не знаю, как насчет вот этого вот знахаря. Угу, да, там мужчина. Мужчина сам по себе тоже жадный, своего не отдаст. Мужчина или женщина могут быть, кстати. Может быть, даже их пара работает, и он к ним обращается. Короче, так, смотрите. Вот этот знахарь, он вашего недоброжелателя отдает как вот этими советами. Он отдает вашего недоброжелателя как в откуп темным за то, чтобы у этого знахаря по справедливости, как он считает, срабатывали неожиданные факторы для того, чтобы приходили к нему деньги. Короче, вот так вот говоря. Чтобы он свои позиции императора не утратил, ему нужно вот так вот балансировать. Ваш недоброжелатель просто мясо, извините меня. Десятка мечей, семерка кубков. Десятка кубков. Так, короче говоря, ваш недоброжелатель рано или поздно откажется от всех своих иллюзий касаемо того, как нужно выстраивать отношения, брак, где он был неправ, что было не так сделано. Все равно он должен это пройти, он должен это отработать, и как только это случится, его немножечко вот эти силы отпустят. Но опять же таки, хорошо, а пойдет ли он по совету знахаря? Ну, смотрите, свыше ему подсказки идут о том, что, ты не туда идешь, милок. Ты из-за своей жадности стоишь на распутье сейчас. Заключать или не заключать этот договор с неупокоенными из-за своего помысла по отношению к вам. В общем, смотрите сами, ребята, вы идите своим путем, вы развиваетесь в том направлении, куда вы развиваетесь, вы об этом человеке вообще отпускаете все мысли. Это путь этого человека. Станет на мир темных еще раз, значит, уже там будем смотреть дальше по раскладам, что его будет ожидать. В общем, вы защищаете себя от мороков, от приворотов, отворотов, вот этой всей любовной пакости, скажем так. И не паритесь, короче говоря. Просто не парьтесь. Как вы видите, тут человек свое, он уже получил. Он сейчас уже в трансформации. Ему очень тяжело. У него с психикой уже проблемы. У него как раздвоение личности. Он, понимаете, здесь может быть такое, что вам отворот делали, понимаете, с ним, как бы, чтобы вы расстались. То есть влияли на отношения магически, поэтому там еще его и чистить. Но не вздумайте его чистить. Сейчас от него ангелы отвернулись. Соответственно, если кто его возьмется чистить, вообще люб кто, я не завидую тому, кто решит это сделать ради денег. Если найдется мастер, который решит ради денег его почистить, не проглядев для себя или плюнув на последствия для себя, мастеру тоже прилетит хорошенько. То есть здесь человека уже все оставили, весь мир, все родственники, все окружение, якобы друзья, которых он считал таковыми. И даже уже высшие его защитники, ангелы-хранители, они от него отвернулись и оставили его самого грести во всем этом болоте. Но если человека в эту ситуацию вкинули, значит, это не просто так, понимаете? Он сам к этому долго и упорно, видимо, шел. И знаете, что у него деньги превыше всего. Деньги, 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 деньги. А в гробу карманов-то нет, понимаете? И за деньги на самом деле не купишь самые
самые важные, я бы сказала, вещи. Их не купить за деньги. А для него, вот у него такие приоритеты, что для него все важное можно приобрести за деньги. Этот человек изначально, он сам себя посадил на такой низкочастотный уровень, понимаете? Он сам по себе ничтожен, ну, как бы, ну, просто ничтожен. Но это не говорит о том, что у него не было хорошего потенциала на тот момент, когда вы встречались. Просто человек сделал определенный выбор, понимаете? Вы сделали свой, он сделал свой. Каждый вправе выбирать, и теперь у вас результаты вашего выбора, а вот это вот все, это результаты его выбора. Забыла, кстати, сейчас, секунду, что здесь еще подсмотрю. Вам будет помощь от его проклятия, вам будет помощь от духов рода. И теперь на оракуле теней, да, хочу подсказки вам подсмотреть. Подсказки, с ума сойти. Ну, в общем, уже заговариваюсь, да. Тут по этому человеку вот информация, знаете, к вам быстро вот так вот идет. Возможно, он спешит к вам. Возможно, вам нужно поторопиться с ритуаликой. Опять же таки, послушайте начало расклада, двоечки. Завтра день очень интересный, поэтому можете воспользоваться как бы и не пропустить этот день, да. Истину получите вы. Слушайте, в дорогах где-то заклинание, и вам выпадает родовая магия. Как и первому варианту, работайте с темными вашего рода. В дорогу отправитесь, там истину получите. Так, все это уже сказала, карты выпали сами, в принципе. Заклинания эти к вам уже приходили, вы знаете, может, тоже от своей бабушки, прабабушки. Вот как-то это вот эти заклинания у вас где-то написаны. Или же придут к вам во сне, или... Но это будет быстро. Или, может, вы вообще будете ехать в дороге, и у вас как стихом что-то в голове вот сложатся слова, вот это и будет ваше заклинание. Ну, что сказать, вы душой красивый человек, понимаете? Я не говорю, что вы идеальны, нет. Каждый человек, которого считают другие идеальным, либо правильным, он прошел свой темный путь, понимаете? Но проблема в том, что он, видимо, боролся, вы боролись с этим. Вас что-то не устраивало, вам было дискомфортно вот в тех вибрациях, в которых находится ваш вот этот вот оппонент. Какой вам еще совет? Да, ритуальте, алтарь вам в помощь. Так, на полнолуние, ребята, вам на полнолуние тоже. Короче, смотрите, на полнолуние, во-первых, завтра поработайте обязательно, если есть возможность, если есть, что у вас там. Только не беритесь за все подряд, не метушитесь, а вот так сядьте спокойно, подышите как бы и решите, вот к какому ритуалу вас тянет, что бы вы хотели, да, вот в какую вот, что вам нужно. Почувствуйте это своей интуицией, душой своей. Смотрите, здесь, короче, магические работы вам на денежку хорошо делать в полнолуние, то есть это Самайн. Алтарь это на места силы можете поехать. Либо на то же кладбище, это тоже место силы. Смотрите, да, вам на денежки нужно, то есть открытие своих денежных каналов, плюс защиты поставьте обязательно и на каналы денежные, и на свои работы, и себе защиты, как возобновите их, знаете, вот они у вас покоцанные. То есть их пытались взломать. В общем, вот такой вот вам совет. Тройной закон кармы, то есть, ну, все по карме. Магия свечей вам в помощь. Карму свое освобождение, в общем, получите. А то, что ему прилетит, вы уже увидели. Так что включайте свою интуицию, свое воображение
и как бы общайтесь с духами рода, составляйте свои, вот тут четко идет, составьте свое какое-то заклинание, понимаете, на ваше освобождение, чтобы вы освободились от вот этих психологических воздействий на вас, чтобы вы там страдали об этом человеке, думали, там переживали и тому подобное. Вот так вот. Да, ритуальте, пожалуйста, ритуальте. В жертву богам что-то принесите, пожалуйста, там вкусняшки какие-то. На самайн работайте. Вот так. Такой вот вам совет был. В принципе, все у вас неплохо. Ничего страшного нет. Глобально страшного нет. Да, магию власти. Ножом поработайте, атамом своим. Власть берите, власть над своей жизнью в свои руки. Не давайте никому влиять на ваше волеизъявление, на ваши мысли, чувства. Вообще манипулировать, помыкать вами. Вот так вот. Смотрите, все новое. Все новое. С ножом, слушайте, с атамом поработайте, со свечами, с атамом подсекайте от себя всю эту ерундень, короче говоря. Так, вот так вот. Второй вариант. Благодарю вас за ваше внимание, за ваши просмотры. Оставляйте лайки, дизлайки, комментарии и ваши пожелания, что касаемо новых раскладов у меня на канале. Возможно, вам какая-то тема очень актуальна сейчас и необходима. Так. А мы переходим к третьему варианту, к зеленому камушку. Итак, третий вариант. Я приветствую вас. Смотрим сегодня такую тему, что задумал ваш враг. Ну, вообще тема получается обширная. Смотрим его мысли, действия, чувства, планы по отношению к вам. Так. Проверяю, пишет ли видео, потому что много сегодня, так сказать, вмешательств в мою работу. Так, смотрим сигнификатор вашего врага. Человек, который занимается практиками, сейчас ее дар закрыт. Она закрыта. В оборонительной позиции находится. Но у нее психологический дисбаланс тоже присутствует. Почему? От ее дара, от ее знаний зависит ее благополучие. Вот такой вот ваш недоброжелатель. А еще этот недоброжелатель закрывается от знаний, которые идут к нему. Короче так, он не хочет видеть ситуации, в которой он был неправ. Из-за этого ей перекрыли, это ей, она идет. Она, это женщина. Ей перекрыли ее достаток, ее канал финансовый, ее продвижение на ее поприще. А она, знаете, как отгораживается, не хочет сама себе признаваться в том, что она получила обратку. И она как страус голову в песок, короче, прячет. Понимаете, вместо того, чтобы проработать эту ситуацию и идти дальше, потому что знания к ней должны прийти. Этот человек, ну, практик. Он должен выполнять то, что должен. А он, получается, стопорнулся, он не проходит урок. И просто тупо закрывается, понимаете? Нет, 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 это не я, это... Здесь у человека идет непринятие своей второй
ипостаси. Короче, не прорабатывается 15-й аркан. И человек что-то сделал такое, скорее всего, в сторону вас. И знаете, вот сделал, ай, дал, так, мол, так и надо, так и должно быть. Тут прилетело по голове, и он такой сидит, понимает, что он сам набокопорил, ему прилетело. Тут идет непонятки, а как же мне, такой верховной жрице-то, и кто бы там, у меня же, я же а от кого-то там, и получается, что я как бы, ну, сама виновата, я обосралась. Понимаете, тут, ну, человек себе в этом не признается, короче, вот такой вот человек. Так, давайте посмотрим ваши отношения к этому человеку, чтобы вы понимали, ваша, не ваша вообще ситуация. Ну, смотрите, вообще вы этого человека видите как... Вы думаете о нем лучше, чем он есть на самом деле. Вы думаете, что он стабильный, что он управляет своей судьбой, что его дар ему, ну, свыше дан, как бы, да, он все заслуживает это. И вы думаете, что этот человек движется вперед, но на самом деле человек завис. Вы думаете, что у него идет рост его авторитета, что он укрепляется в своей власти, а он не укрепляется, он теряет свой дар, он теряет просто. Не думайте о нем так. Мороки. Вот эта штучка у нас сегодня, этот амулет против мороков. Возможно, вам в помощь будет. Этот человек создает о себе такую картинку, понимаете, вы об этом, вот вы о нем так и думаете, но это всего лишь голограмма. Загляните за голограмму, помедитируйте, проанализируйте, на ментале посмотрите, как на самом деле дела обстоят у этой личности. Ну, еще хочу посмотреть, что у этого человека там на самом деле, помимо первых 3 карт. Понимаете, ему фортуна еще как бы дает возможности заработать. Еще фортуна на его стороне. Но его внутреннее состояние этого человека может заблокировать эту фортуну. Тут еще человек, может быть, начал выстраивать с кем-то отношения, может быть, наконец-то семью обретает. Ага. Но на самом деле этот человек сам по себе одиночка, и в итоге будет очень тяжело. Он уходит в себя, в зарабатывание денег. Как бы хотел семью, хотел, но в итоге понял, что он не готов к ней. Что не того хотел, или что-то вот такое вот идет. Уходит в зарабатывание денег, понимаете? И там нужно это отвоевывать. Либо же для того, чтобы быть женщиной номер 1 в жизни человека, с которым она встретилась, она должна очень тяжело трудиться, вкладываться, короче, отвоевывать свои позиции. Она очень недоверчива, это недоверие ей поломает, и вот эти возможности, которые ей мир, фортуна дают, и достаток, семью, и в деньгах, она это сама все поломает.
Вот так вот. Она как будто в этих отношениях, понимаете, вот себя, ее унизят. Она начнет себя недооценивать и будет очень много сил вкладывать в то, чтобы, возможно, казаться идеальной домохозяйкой, идеальной женой, идеальной мамой. Но это противоречит ее внутреннему состоянию. В общем, вот такой вот ваш недоброжелатель. Так, телефон садится, надеюсь, мы вложимся, чтобы видео сохранилось. Так, давайте смотрим планы этого недоброжелателя на вас в данной ситуации. Ну, смотрите, этот человек хотел бы восстановить отношения с вами, понимаете? Вот у меня такое впечатление складывается, что вы как будто можете ему дать подсказку, как ему выйти из этой ситуации, помочь. Он хочет с вами наладить отношения, возможно, помириться. Нет, 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 еще отсюда что-то должна я достать. Тяжело ему это дается. Это человек тоже из вашего прошлого, возможно, бывшие подруги, друзья, товарищи. Тяжело ему это дается, но знаете, параллельно с этим идет такой момент, как будто этот человек хочет, чтобы вам было точно так же тяжело выстроить отношения, или чтобы вы грустили по отношению к какой-то вашей любви с прошлого и несли этот груз, понимаете, вот такое вот идет. Самому тяжело и хочет, чтобы и вам было тяжело, понимаете, а то, что он как бы, терпит, что там его в этих отношениях вообще ждет? Короче, в этих отношениях, что он думает, что у него семья впереди, что он встретил человека своей мечты, там идет стагнация полная. И у вашего недоброжелателя очень много иллюзий, что он встретил вторую половину, понимаете? Этот человек, вот этот ваш недоброжелатель, сделал вам похабщину, получил обраточку, а обраточка пришла через вот этого вот человека, с которым ваш враг хочет строить семью, понимаете? Вашего недоброжелателя там не ценят, не уважают, его начнут принижать так, как он принизил вас. Он плюнул на вашу искренность, на ваши чувства, на ваши эмоции. Вот в тех отношениях его ждет то же самое. Да, 7 жезлов. Все время какие-то столкновения, отстаивание своих убеждений, понимаете, вечно нужно будет проявлять свою силу. Короче, вы поняли меня, да, будет вкладываться впустую туда, как в бездонную яму будет вкидывать все свои эмоции. Но зато научится чувствовать, наверное. Да, смотрите, падение этого человека идет. Он уже падает. И сам не понимает, где-то ему пытаются до него достучаться высшие, а он противится вообще. Нет, как это так, я сделал ошибку, там великий Магуй, понимаете, как это я мог допустить ошибку? Нет, он не может принять тот факт, что он ошибся. И что своей ошибкой он на себя натянул очень большие проблемы и наказание от высших. Так, его планы смотрим по магии, что там его планы на вас. Он что ли думает, что его отношения вот с новой пассией не складываются из-за ваших каких-то влияний, что ли? Защиты выставляет.
Ой, короче, хочет, чтобы вы остались в нищете, и чтобы дары судьбы вам перекрыты были, чтобы вы не могли сотрудничать со своими духами рода, чтобы у вас ваш дар ушел от вас. На время надеяться. Чтобы вы впали в зависимость, хочет, понимаете? Чтобы вы, возможно, там переживали об отсутствии денег, чтобы вас страхи какие-то одолели. Хочет, чтобы и вам такие же предатели попались, понимаете, как ему. Блин, ну, к тебе пришли по-человечески с тобой общаться, искренне к тебе относились, ножа за спиной не держали, ты взял, плюнул человеку в душу, и теперь ты еще недоволен. Ну, короче. Хвора людина, понимаете, хвора людина. Кто не знает украинский язык, вам помощь падает. Больной человек, понимаете, все, больной. Помощь, что за помощь? Это ему помощь, ему пытаются высшие еще его направить и дать какие-то подсказки, что он сейчас на распутье в своем обучении, в процессе принятия своего дара, он на распутье. Что за распутье? Здесь, может, человек вообще потерял, ваш недоброжелатель, и свой дар, и свои какие-то плоды трудов у него закрылись. Ему нужно обереги ставить на это. Или же переключаться на вот эти чужие проблемы, на вот этого вот, на вот эту свою вторую половину, да, как он считает. А там вторая половина такая же, ну, говнина, как и второй вариант, короче. Но этому вашему недоброжелателю, вот тот человек, по справедливости это все. Он учит его, вашего недоброжелателя, быть искренним, настоящим. И тут либо оберегать себя, либо заниматься вот этим вот новым возлюбленным, понимаете? Тем самым он туда будет сливать свою энергию. Или же пойдет по своему пути. А ему сделать это тяжело, потому что ваш недоброжелатель очень давно хотел семьи. Отношений вот таких вот хотел, понимаете? Чувственных, сердечных, там, с хорошим сексом для себя, понимаете? То есть, что по его учению? Ну, просит об откровении, просит об исцелении, чтобы его дар ему вернули. С предками общается. Лицемерит перед самими предками, перед силами лицемерит, потому что жадный, они, предки, это видят, а он перед ними лицемерит. Он говорит, типа, я этим занимаюсь во благо людям, понимаете, свой дар несу. А предки-то видят, что человек лицемерит, что на самом деле вот этим вашим недоброжелателем управляет жадность. И они такие, ну, они пока еще наблюдают, смотрят. Время у вашего недоброжелателя еще есть, пока распутье идет. Что выберет, будет видно. Помощь. Что за помощь там? Говорят, что ты же видишь, что ты разочаровываешься. Давай сворачивай с этого пути. Куда же ты идешь? У тебя идет твое сломление воли. Подсказки дают. Убирай свое идолопоклонничество. Ты сама идола самой себе сотворила. И такого же идола к себе притянула с подселенцами. Тебе бы своих подселенцев до ума довести. Или духов-помощников, там, знаете, как-то вот с ними бы поработать. Там, ну, вот порядок нужно навести.
Вашему недоброжелателю, может, он на вас за что-то там обижался сильно, за что, может, даже вам неизвестно за что, в себе это заныкал, знаете, как то закрысил, и там начал строить планы мести по отношению к вам, вместо того, чтобы открыто с вами поговорить. А ему кто-то советует, видимо, его духовный учитель, наставник советует: прости. Через кладбище покайся, на кладбище поработай, на местах силы покайся. В чем покаяться? Покайся о том, что ты атаковал. Вас атаковал. Других людей, возможно, не правомерно атаковал. Возомнил себя, возможно, великим могуем и начал там превышать свои полномочия в плане магии. Да, неупокоенные стоят. Договора какие-то ж. Глаз, хорошо, что с договорами? Смотрите, у вашего недоброжелателя пошло... Если вы чистились и разрывали договора, тот, кто в теме, тот понял, о чем я сейчас говорю. Я вас поздравляю. У вашего недоброжелателя договора с его духами-помощниками разорваны. Все, они разорваны. И поэтому для вашего недоброжелателя закрыта новая жизнь, в которую он так свято верит. Ваш недоброжелатель должен сейчас принять решение, оставаться ему узником или не оставаться, своих обид, своих разочарований, своего мировоззрения. Он немножечко не туда завернул. Так, я уже, правда, не помню. Секунду. Да, телефон еще пишет. Еще как бы время у нас есть для записи, это хорошо. Так, а что мы там, его планы, да, смотрели? Да, это планы, точно, это были его планы. Давайте посмотрим мысли о вас. Какие же мысли у вашего этого недоброжелателя о вас? О боги, этот человек думает, что вы, сам по себе отшельник, что вы за ним наблюдаете, что вы выведываете какие-то новости о нем. Я не знаю, здесь я вижу, это его иллюзии. Только хотела сказать, что это его иллюзии. Почему? Потому что даже если вы натыкаетесь на социальные страницы вашего недоброжелателя, то буквально для того, чтобы его заблокировать. Понимаете, чтобы больше вам, допустим, там вот этой вот графе, возможно, вы знакомы, это лицо больше никогда не мелькало. Я вижу, что вот здесь четко вот эта цель. Если заходите на страницы своего недоброжелателя в социальных сетях, то только с этой целью, чтобы заблокировать и больше не возвращаться к этому вопросу. А он думает, что вы шпионите за ним, подсматриваете, еще какие-то мысли. А еще он думает, что вы с помощью своего терпения, трудолюбия, плавно, медленно, уверенно идете к своей цели для того, чтобы у вас был достаток в вашем доме, в вашей семье, чтобы у вас было хорошо все в том же общении с духами вашего рода, чтобы, что вы, короче, вот знаете, так, медленно, но уверенно, в общем, идете к своей цели, к достатку. Вот так вот он думает о вас. Сама с ним дружит. Почему? Потому что зависть, блин.
Потому что у вас с тем человеком было больше настроя, вы на одних вибрациях, а она не понимала вас. И как это вот так вот у них есть такая дружба? Нет, я их сейчас разделю. Вы что? Лупите безбожно. И прекратите самобичеванием заниматься, что вы что-то не так сделали, не так сказали. Все вы правильно сделали, я вам скажу больше. Еще надо было умножить в 10 раз и сделать хуже. Чтобы этого человека поставить на место. Но если вы абстрагировались от этой личности, дабы не ввязываться в вот эту вот, понимаете, борьбу с ветряными мельницами, с вот этой личностью, вот через вот того, в кого она там влюбилась, приняла за свою судьбу, ее высшие силы за вас и поднакрыли. Вот так вот. Так что умейте, как говорится, ждать. Сидите тихо, мирно, курите бамбук на берегу ручья и ждите, пока труп вашего врага проплывет мимо. Иногда нужно знать, когда стоит кидаться на амбразуру, а когда нужно отступить. Но понимаете, это как говорил султан Сулейман, достойно принять поражение умеет не каждый полководец, тем более не каждый царь. Понимаете? Тут еще в себе нужно это проработать. Еще давайте вам совет подсмотрю. Ритуалика с вашими духами рода. Обязательно общайтесь через сны, заказывайте себе сны у них. Через время все это наладится у вас, если у вас еще какие-то переживания внутренние есть, либо, знаете, вас будоражит эта ситуация, как-то задевает вас. Все это пройдет. Делайте ритуалику. На богатство для себя, на открытие дорог. И вам падает карта полнолуния. Слушайте, в Самайн какие-то эти моменты закроются, вы получите свою силу. И еще какие-то плюшки от высших сил. Истина к вам придет по отношению к этому человеку какая-то. Возможно, это якобы подруга еще вам что-то и подливала, подмешивала. В общем, не важно это, знаете. Руникой работайте, свечами работайте, и будет вам радость. И да, еще полюбите себя таким, какой вы есть. Вы идеальны в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Поэтому займитесь уютом, комфортом вокруг вашего пространства. Гармонизируйте его с помощью рун, с помощью свечей. Преодолевайте ваши страхи. На Самайн. На Самайн эти конфликты все закроются. Тройной закон кармы сработает. Так что я вас поздравляю. В принципе, все классно. По всем 3 вариантам все нормально. Да, нужно немножечко поработать и над собой. В большей степени, вы знаете, над собой. Почему? Потому что в первом варианте мы отказываемся от сливания энергии на конфликты с личностями, которые того недостойны. Второй вариант. Мы убираем бывших любовников, то есть бывшие свои привязки, да, как бы, которые нас в деградацию вели, люди, так сказать, не нашего. В общем, все, с ними кармический урок закрыт, люди не наших вибраций. Третий вариант — это друзья, которые не друзья, это также те люди, которые из прошлое выметайте из своей жизни, каким бы оно там ни было, как бы оно вас там ни тянуло. Понимаете, если человек вам
не в состоянии отдавать вам то, что вы ему даете, то пошел он нахрен, мягко выражаясь, грубо говоря. Пусть это вертится в этой белиберде в своей, даже не вспоминайте об этих людях. Не тратьте на них ни свои мысли, ни свое время, вообще на них ничего не тратьте. Они того недостойны. Пока идите своим путем, и поверьте, ничто не может длиться вечно, и вы встретите своих, как вам сказать, равных себе по духу, по совести, по душе, по вибрациям, по направлению, понимаете? Они обязательно... Вот такие, извините меня, гниды будут всегда. Не спорю. Но они тоже учителя для нас. И значит, нам нужно что-то проработать с этими людьми. Нам нужно научиться ценить себя. Ценить себя, отстаивать себя. Понимаете? Ожидаете, что этот конфликт окончится. Он окончится. Не переживайте. Все это окончится. Больно вам из-за этого предательства по третьему варианту. Ну что вам сказать? Не останавливайтесь. Главное, не останавливайтесь, не впадайте в депрессии, пожалуйста. Молитесь, заговоры читайте, вытягивайте себя. Работайте с миром мертвых, они вам в помощь. С предками, духами вашего рода работайте. Снимайте все мороки, оморочки с себя. И тогда все наладится в вашей жизни. Постепенно, не быстро, постепенно, понемногу. Истина все равно будет открыта, не переживайте. Так, спасибо за просмотр, третий вариант. Оставляйте ваши лайки, дизлайки, комментарии. Если есть желание, оставляйте истории о ваших ситуациях. Мне будет интересно почитать, как у вас проигралось это все. И также еще можете оставлять в комментариях ваши пожелания по поводу темы на другие расклады, какие бы вы хотели увидеть. Ну а так, в принципе, будьте уверены в себе, в том пути, который вы выбрали. Все у вас получится. Очищение. Идет очищение у вас просто. Наберитесь уверенности. Поймите, что все препятствия в нашей жизни даются лишь для того, чтобы мы стали сильнее. Все, всем пока-пока.